Вяжем лапки. Лапки у нас состоят из двух частей, две детальки. Это вот верхняя часть и нижняя часть. Свяжем верхнюю часть. Значит, набираем 2 воздушные петли. Во вторую петлю от крючка провязываем 2 столбика. Вязать будем поворотными рядами пока. Значит, воздушная петля, поворот. Далее 2 прибавки. Раз прибавка, вторая прибавка, 4 столбика, воздушная петля, поворот, прибавка, 2 столбика, прибавка. Получилось у нас здесь 6 столбиков, воздушная петля, поворот, прибавка, 4 столбика, в конце у нас прибавка, воздушная петля, поворот. И так мы вяжем по краям прибавки, прибавка, 6 столбиков, и прибавка в конце. В итоге у нас 8 столбиков получилось в этом ряду. Далее воздушная петля, поворот, опять прибавка. Вернее, в этом ряду у нас получилось 10 столбиков, да? В предыдущем было 8, потом 10. Далее прибавка. Вяжем 10 столбиков. Нет, 8. Я ошиблась. Значит, 8 столбиков. Прибавка. Поворот. В этом ряду у нас 12 столбиков. Воздушная петля, 2 прибавка. Далее 10 столбиков. Теперь у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Прибавка в конце. У нас получилось в этом ряду 14 столбиков. И последний ряд с прибавками по краям. Значит, прибавка, 12 столбиков, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, прибавка. И набираем цепочку из 12 воздушных петель. 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12. Далее будем вязать по кругу. Берем, поворачиваем так, цепочка, вот у нас цепочка, да, так вот повернули, и первый столбик, начиная с первого столбика. Так, солнышко тут зажат. Вот, далее вяжем по кругу. 16 столбиков у нас здесь получилось. Провязываем 16 столбиков, потом по цепочке 12 столбиков. Это у нас будет первый ряд, в котором 28 столбиков. И так у нас 28 столбиков и останется. Вот, дошли до цепочки и вяжем по цепочке 12 столбиков без накида. Беритесь за одну долечку петли.
И вот тут вот получается аккуратный край, когда берете за одну дольку петли. Вот, это у нас получился 9 ряд, да, 28 столбиков. Теперь 10, 11 и 12 ряд мы вяжем без изменений 28 столбиков. Все провязали до конца. 12 ряд. Делаем соединительный столбик, ниточку отрезаем. Значит, вот 4 тут ряда получается. Дальше вяжем нижнюю часть. Вот я беру этот цвет, который посветлее. Итак, в кольцо набираем 6 столбиков без накида. Итак, второй ряд мы вяжем 6 прибавок подряд в ряду 12 столбиков. Третий ряд вяжем столбики прибавка, повторяем 6 раз в ряду 18 столбиков. Далее четвертый ряд вяжем также столбики прибавка, повторяем 8 раз. И в конце у нас будет 2 прибавки подряд. И в ряду у нас 28 столбиков. Вот, провязала столбики прибавка 8 раз. И еще 2 прибавки в конце. Одна прибавка и вторая прибавка. Нить не обрезаем. Сразу берем эту ножку, верхнюю часть лапки. И будем их связывать столбиками без накида. Здесь у нас 28 и здесь 28. Теперь мы вяжем просто вместе. Так вот. Вот, провязываем по кругу вместе. Ну вот. Привязались, ниточку отрезаем и прячем вовнутрь. Можно иголочкой туда спрятать. Вяжем таких лапок 4 штучки. Далее будем вязать клин, так называемую часть детальки. Это называется клин. Ее вяжут и поворотными рядами, но мне больше нравится, когда ее вяжешь по кругу, более аккуратнее выглядит. Поэтому в кольцо я набираю 3 столбика без накида. Немножко неудобно, правда, в начале, но зато просто выглядит аккуратней. Теперь делаем 3 прибавки подряд. Выворачиваем лицевую сторону. Это второй ряд у нас, да? 6 столбиков. Получилось третий ряд. Столбики прибавка 3 раза. И в ряду у нас будет 9 столбиков. Следующий ряд у нас 4. Вяжем 2 столбика и прибавка, повторяем 3 раза. У нас 12 столбиков. 5 ряд 3 столбика и прибавка, повторяем 3 раза. То есть делаем прибавки, но у нас повтор здесь по 3 раза. Доходите так, делая прибавки, до 10 ряда, в котором у нас будет 8 столбиков и прибавка. Повторив 3 раза, получается 30 столбиков. Довяжите до конца вот эти прибавки. Это несложно вяжется. Вот такой вот конусообразная деталька. Провязали, значит, мы 10 ряд, 8 столбиков прибавка 3 раза и 30 столбиков в ряду. Делаем соединительный столбик и отрезаем ниточку. Таких деталек, клин, как называются они, нам нужно 12 штук. Ну, теперь нам осталось связать шипы, вот такие вот. Это тоже вяжется простенько. 2 воздушные петли. Я взяла чуть потемнее пряжу. 2 столбика мы вяжем во вторую петлю от крючка. Воздушная петля, поворот. Провязываем 2 прибавки подряд. Одна прибавка, вторая прибавка, 4 столбиков получилось. Третий ряд, воздушная петля, поворот. Столбик, прибавка.
2 раза повторим. Раз. И второй раз столбик и прибавка. И вот в третьем ряду у нас 6 столбиков. Вот такой вот у нас маленький клин. Таких маленьких, вернее, маленький шип. Таких маленьких шипов нам надо 3 штучки. Но перед тем, как нам ее закончить вязать, нам надо его обвязать столбиками без накида. Воздушная петля подъема и обвязываем. Как вам получается, как куда падает крючок. Когда довяжете до уголочка, здесь провяжите 3 столбика, чтобы можно было развернуть вязание. По ходу вязания можно этот хвостик спрятать немного. И соединительный столбик с первым столбиком. Вот такой вот шип маленький получается. Ниточку мы оставляем, потому что будем пришивать их. Вытягиваем. Делаем таких 3 штучки. И 2 побольше. Делаем то же самое, но только провязываем еще и 4-й ряд. Вот когда провязали 3-й ряд, вяжем 4-й ряд, воздушная петля подъема и провязываем 2 столбика и прибавка 2 раза. Ну, просто будет на ряд больше. И точно так же обвязываем его. Таких шипов вяжем 2 шипа побольше, 3 поменьше. Теперь будем собирать детальки. Значит, как мы делаем? Голова у нас состоит из каких сегментов? Значит, голова. Ой. К ней будут привязываться 2 клина. Крышки, вернее, клина. 1 клин пойдет на голову. Вот так. Дальше вот сюда по бокам будут привязываться вот эти вот клинья с крышечками. Так, значит, хвост сюда еще и еще 1 клин. Вот, и получается, что вот часть одна состоит вот из вот этих вот 4 клина, 2 крышечки от клина, голова и хвост. Вот эти детальки нам надо сейчас соединить. Будем их связывать вместе все. Итак, смотрите, так как у нас здесь 30 столбиков в клиньях, то мы будем провязывать. Смотрите, мы провязываем сначала вверх, соединяем все по верху. То есть провязываем 15, делим пополам до 30 столбиков. По 15 столбиков будем провязывать. Сейчас нам надо начать, вот начинаем с головы, к примеру. Находим нашу. Итак, значит, берем голову. Смотрите, нам надо вот по этой части провязать, так как вот так вот у нас голова, вот если брать вот с этой вот, да, вот ориентируемся, вот именно вот в таком положении, нам надо провязать вот верхнюю часть. Вот, теперь, значит, 15 столбиков, значит, у нас здесь 30 столбиков в ряду, значит, нам надо провязать 1 половинку пока. Вот так, да? Здесь у нас 13 свободных столбиков, но нам надо 15, поэтому мы возьмем 1 столбик из вот здесь вот, который уже в нем провязана, есть петля, да, столбик провязан, и здесь в конце тоже провязанный столбик, тоже его возьмем, чтобы получилось в итоге 15 столбиков. Вот, начинаем отсюда. Отчитайте заранее 15 столбиков, отметьте их. Вводим крючок. И присоединяем ниточку. Я узелок уже здесь сделала. Присоединились. Еще раз провяжу в этот же столбик, так, чтобы наверняка, чтобы можно было присоединиться потом. И
И вяжем столбики без накида, пряча параллельно ниточку нашу, 15 столбиков. Вот, провязали 15 столбиков. Дальше присоединяем боковую, вот эту часть. Только берите правильно, чтобы клин был в серединке. Вот. Присоединяем также, у нас вот здесь 15 рядов, и должно быть и здесь 15. Присоединяемся. Первый столбик, который у нас в начале. И также провязываем 15 столбиков. Здесь прикладывайте вот так вот. И вот как ложится, так и вяжите. Должно быть 15 столбиков. Дальше присоединяем хвост. Хвост у нас вот эта часть нижняя. Также отсчитайте 15 столбиков, чтобы был посерединке, ну, получилось так вот серединка, да, отсчитайте 15 столбиков, найдите первый столбик. Вот, нашли. И также вяжем. Присоединились и дальше продолжаем, просто продолжаем вязать. 15 столбиков без накида. И присоединяем четвертую деталь. Также провязываем 15 столбиков. Вот, провязали. Теперь берем голову. Главное, чтобы тут ничего не перекрутилось у нас. Все, чтобы было ровненько. Так, ниточку сюда. Делаем соединительный столбик с первым столбиком. Замыкаем кольцо. Вот. Теперь нам надо провязать низ. И мы по голове, вот, соединительный столбик провязали. Теперь переходим на эту сторону. Вот. И по этой части провязываем также 15 столбиков. Здесь вдруг там где-то петли какой-то не хватает или где-то что-то забыли, не получилось, постарайтесь просто там, ну, как бы связать одну петлю в петлю, два раза в одну петлю, как бы уменьшить как-то, да, вязание, если вдруг какой-то петли у вас там не хватило. Вот, и параллельно наполняйте синтепоном. Вот, пройдитесь, я думаю, здесь уже не сложно. Вот так вот по кругу проходитесь, потом вот здесь просто везде провязываете, только наполняете синтепоном все части, все детали. Еще единственный момент не сказала, что у нас вот здесь вот посчитайте также, сколько здесь столбиков, тут тоже не будет хватать 2 столбика, чтобы было 15. И поэтому мы возьмем один столбик с этой стороны сбоку, подцепим, а второй с этой стороны сбоку. И потом уже в столбике дальше вяжем. Смотрите, я тут провязала еще один столбик в тот же столбик, который у меня тут в начале провязан по этой стороне, чтобы не было дырочек здесь между рядами. И провяжу еще в этот же столбик, вот откуда первый у меня начат был провязан по той стороне. То есть постараюсь тем самым вот здесь вот уменьшить вот это вот. Тут получается такое вот свободное пространство большое. Вот.
и дальше вяжу. Вот по этой стороне уже более удобнее, здесь видно столбики. Также и здесь, смотрите, я закончила, да, 15 столбиков вязать. Но если я сейчас присоединюсь, будет такое большое пространство, поэтому я ввяжусь в этот столбик еще раз, вот предыдущий провязанный, вот, чтобы и как бы приближусь немножечко. И здесь присоединюсь сюда же, где у меня уже провязан первый столбик, вот, а потом уже вяжу 15 столбиков. Вот, и так вот со всеми я проделаю частями. Но не забывайте наполнять синтепоном. Прям сильно не наполняйте, пусть немножечко будет мягковато, чтобы можно было ее одевать и снимать. Когда будет сильно плотно, она будет как бы туго одеваться и сниматься детальки. Вот провязала я 15, и как везде я просто еще добавляю, вот где было провязано у меня, еще добавляю один столбик. И сюда же, где было тут провязано, я провязываю столбик, делаю соединительный. Так вот заканчиваю вязать этот ряд. Ниточку прячем. Вот так вот у нас получилось. Ну, потом растянется сам, потом будет удобно. Пока в начале оно немножко будет как бы туговато. Вот. Сделали мы эту часть. Теперь нам надо связать вот эти части. Значит, лапки у нас вот эта часть, она вот она сбоку по бокам. Поэтому, когда мы будем привязываться, нам надо правильно взять. Значит, сюда идет парная, вернее, сюда идут эти клин. Сюда вставляем, пришиваем. Вот так. Вот. А вот к этим клиньям идут парные наши крышечки. Вот так. Ну, я не буду на камеру вам показывать вязать. По принципу вот этой вот мы соединяем эти тоже части. Сначала провязываем, находим серединку, отсчитываем 15, да, чтобы посерединке вот так. С одной было стороны 15 и с другой стороны 15. Находим серединку и начинаем вот так вот по верху их связывать вместе. Потом, так же как вот здесь мы присоединились, развернули и по другой стороне провязали. Параллельно наполняйте. Так, значит, смотрите, у нас тут на лапке вот тут вот 12 воздушных петель. Значит, пополам здесь делим. Отсюда у нас возьмутся 6 воздушных петель, а здесь 9. То есть вот так вот у нас лапка лежит, и будет она вот так вот привязываться. 9 и 6. Провязали 15. Теперь берем эту часть ножки. Здесь тоже находим, отсчитываем 6 воздушных петелек. Они вот у нас внимательно, если посмотрим. Вот. Раз, два, три, 4, 5, 6. Серединка. И вот с нее начиная провязываем 15 столбиков. Вот так вот присоединяем. Еще один момент, так как у нас на ножках одна верхушка, то значит 15 ряд он будет один и для одной, и для другой стороны. Поэтому, когда мы провязали вот так вот 15 столбиков с одной стороны, и когда будем переходить на другую сторону вязать, то еще один столбик на ножке мы вяжем верхушку. То есть с этой стороны будем брать следующий столбик, но первый столбик у нас будет верхушку. Вот, значит, довязали мы 15 столбиков. Делаем соединительный столбик с первым столбиком. Поворачиваем вот так вот вязание. Наши ниточки надо параллельно прятать.
Вот, и я про что сейчас говорила, значит, будем по этой стороне вязать тоже 15 столбиков. Значит, в этот же столбик я провяжу один столбик, присоединюсь как бы, чтобы было меньше пространства, да, как я там делала. Вот, и начинаем. Вот первый столбик мы взяли здесь, а здесь мы провяжем верхушку еще раз. Первый столбик. И дальше идем вязать по низу. Главное не забыть наполнить синтепоном. И когда вы будете привязываться, тоже не забывайте правильно поставить детальки, чтобы они правильно провязались. Ну вот, все сегменты наши собраны. Я надеюсь, что у вас все получилось, и вы смогли их вместе все собрать. Теперь, что мы делаем? Пришиваем наши шипы. Так, 2 больших шипа мы пришиваем к голове. Начнем отсюда. Вот так вот, серединочку просто находите. Вот здесь вот выровняйте, так как у нас получается низ полукруглый, немножечко уголочки туда вытяните, чтобы подровнять чуть-чуть. Вот. И вот пришиваем, значит, большой шип один сюда, второй сюда, вот как он ляжет, докуда он пришьется, туда и пришивайте его. И 3 маленьких на хвостик. Также начните с этого краю, с этого места. Вот, как они лягут, 3 штучки, так и положите, ну, пришьете. Итак, значит, мы шипы пришили. Вот. Далее делаем ноздри. Вот я первую ноздрю вышила. Располагаем, значит, вот наш кружочек. И вот второй ряд, и от второго ряда вот столбик как бы обвязываем так. 3 раза я вот так вот прошлась. 2, вот, и третью я выведу вниз, сделаем такую вот улыбочку немножко, чтобы была такая вот веселая игрушка у нас. Вот так вот будет у меня улыбочка. Я выведу вот сюда ниточку, здесь зафиксирую, что цвет одинаковый. Ну вот, в принципе, мы все сделали. Теперь собираем. Значит, как собираем ее? Берем хвост, одеваем хвост, сначала вдеваем. И вот эти 2 верхние штучки у нас, они в серединку заходят. Ножки снизу в серединку. Эти 2 в серединочку сюда заходят, да? Вот, а ножки здесь. Ну, она потом со временем растянется. Получается передняя и задняя ножка. Дальше. Дальше одеваем вторую часть. Одеваем уже хвост и уже ножку заднюю. Просовываем. Ну, первые разы оно будет туговато идти, потом растягиваются ниточки, потом легко. Вот. И опять же, эти 2 штучки мы в серединку вставляем. Вот. И ножки эти вставляем в серединочку. Вот такой вот динозаврик. Смотрите, значит, у меня и то Глория, вернее, Ярнард джинс, но как бы есть настоящий Ярнард джинс, а есть, наверное, похожие делают подделку, я не знаю, ниточки немножко отличаются. Вот, и, соответственно, вот я связала натуральный и вот похожий Ярнард джинс, который купила, пародию, можно так сказать, на эти ниточки. И игрушка, видите, насколько меньше. Я сейчас вам скажу размеры. Значит, вот по этой, вот от головы до хвоста, до краешка хвоста 23 сантиметра. Вот. Ну и высота
какую вам сказать примерно высоту. Ну, давайте скажем, вот до сюда 11 сантиметров. Ну, 11 сантиметров, да, получается. Ну, вместе с шипом здесь 12. В общем, вот такой вот получился размер у этой игрушки. 23. Вот. А этот размер у нее побольше. Этот динозаврик у меня 26. На 12 тоже. Вернее, на 12. Здесь 11, здесь 12. В общем, вот такой вот получился динозаврик. Вяжите с удовольствием. Надеюсь, очень буду надеяться на то, что у вас получится их связать. Если вдруг будут какие-то вопросы, какие-то непонятки, напишите в комментариях. Я постараюсь вам помочь, объяснить где-то что-то, если я не смогла объяснить вам. Попробую. Вот. А так, я думаю, она как бы такая средней сложности, эта игрушка, но можно с ней справиться. Ну и все. Вяжите с удовольствием на радость своим деткам.